Всем привет! И это снова Юля. Вы находитесь на канале Ауникири. Это видео также не исключение, будет про обзор готовых работ, а также покажу небольшие покупки. Приятного вам просмотра! В этот раз мне нужно было связать пингвинят. Раньше в предыдущих видео я когда-то показывала вам уже несколько раз пингвинят. Это уже было зимой, как зимняя тематика. Но сейчас лето, но пингвинят любят в любое время года. И потому меня попросили связать 10 пингвинят. И вот такие лопатулечки маленькие получились. Не знаю, как-то в последнее время у меня получается вязать максимально туго. Не знаю, с чем это связано. Но как бы вид пряжи не изменился, крючок не изменился. Возможно, какое-то такое время или рука так набилась, я не знаю. Вот такие разные пингвинята. У меня получилось несколько вот такого бирюзового цвета, так как мне нравится, как смотрятся пингвинята в таком цвете. Вот, сейчас покажу. Ну, буду показывать как по очереди, но у всех глазки, вот эти кабошончики разные. Как я уже и говорила вам в прошлом видео, что они у меня как бы заканчиваются уже на пределе, и нужно искать какую-то замену, какой-то новый вариант. Но, кстати, да, насчет глазок я вам говорила же и показывала, что пришли мне глазки вот эти сердечка, вот такие. Но я не уверена, что они пойдут именно пингвинам, так как они вот достаточно выпуклые. Не будут у меня пингвины такие прям слишком перепуганные, если я такие глазки начну им ставить? Как вы думаете? Не знаю. То есть тут прям такой кабошон, но не настолько выпуклый, как этот. Видите, разница какая? А тут будут прямо никак, как фары. Вот такой вид глазика больше, мне кажется, подойдет кошачьим котикам, так как у них вот такие глазки прям выпуклые, как какие-то линзы. Насчет пингвинчиков не знаю. Я видела, что девочки используют такие глазки, ну, для всех они идут, но у них они не такие выпуклые, потому я чуть-чуть побаиваюсь их использовать пока. Поэтому отложила. И хочется найти подобный вариант, как у этих пингвинчиков, такой как бы более плоский и который подойдет многому виду игрушек. То есть и пингвинятам, и зайчикам, и собачкам. Так. Такой сиреневый. Тоже люблю сиреневых таких пингвинчиков. Мне напоминает вот этот мультик, там где Лилу, или там вот этот старый мультик, там где пингвин папа высиживал яйцо до конца. Вот такие вот. То есть с глазенками такими зелененькими. И вот такой серый. Серый, но получается, как вот эту вот грудку я сделала из Alize Softy Plus, и она такая пушистенькая получилась, такая мягенькая. В общем, прикольно. Как вариант. И вот так как у меня в последнее время получается слишком туго как-то вязать, я хоть и стараюсь послабее это делать, так как вижу, что как-то игрушки получаются меньше почему-то, чем обычно. Но из-за этого, получается, и глазки чуть-чуть побольше смотрятся, чем раньше. Но я не знаю, как это пока что исправить. Как начать чуть-чуть слабее вязать. Если возьму крючок побольше, то уже и вязка будет не та. То есть, не знаю, возможно, нужно чуть-чуть какой-то массаж руки, расслабить руку, не знаю. Вот. Тоже сиреневый. Вот такой. В таком красно-розовом цвете.
или в каком-то таком девочка, в общем. И у всех подрумянены щечки. И глазки старалась подбирать под цвет пингвинчика. И вот такой последний серый, тоже с такими большими глазками, кажется. Но я и в предыдущий раз использовала такие глазки, потому и в этот раз использовала такие. И у меня как бы и меньше таких и нет, даже если бы хотела. И вот такие пингвинята получаются. Это бесплатный мастер-класс, но на иностранном языке, на английском вроде бы. А перевод можно найти у Даши в группе. У Даши с канала «Все вязаное». У нее в группе ВКонтакте там есть перевод этой схемы, а также как связать курочку из такой схемы. Я, кстати, и цыплят тоже вязала по такой схеме. Очень милые щекастики получаются. Вот ростом они получились 7 сантиметров. Вот этот 7. Ну, а этот тоже 7. Может, 7,5. Где-то так. Вот, связала 10 таких. И сейчас покажу остальное. И снова связала губку Боба. Мне нужно было еще 5 штук. И всего у меня их 10 получилось. И тоже делала галстук. Я, кстати, на будущее себе вырезала еще галстуки в таком виде, чтобы на будущие варианты использовать. Но фетра у меня, кстати, было не так уж и много, потому вот сколько получилось. И в итоге у меня 10 губок, если всех считать. Вяжу их по своему мастер-классу. Не знаю, есть еще люди, которые не видели, то проходите, вяжите бесплатный мастер-класс на моем канале в плейлисте мастер-класса. Также связала улиток. Улиток Гэри к нему в компанию. Тоже вроде бы 10. Да, 10 или 11. 10 вроде бы штук. Вот все такие они подобные. Тоже использую вот эти вот кружочки от глазок, чтобы сделать такие вот точечки, как у его питомца из мультика. Вот, вот, вот. Лупоглазики, да? Тоже, это тоже бесплатный мастер-класс. Можете найти у меня на канале. Кстати, некоторых делала вот с такой красной радужкой, а некоторых нет, так как у меня уже закончился фетр такой. Но мне кажется, и так они тоже смотрятся узнаваемо. За счет вот этого цвета, синего, розовой ракушки, вот этой красного завитка и вот этих точечек. Вот, улитулечки. Кстати, можно их связать в любом цвете. Не обязательно делать ее в виде гэри. Просто связать улитку красную, желтую, тоже любых ярких улиток. Можно связать таким способом. Игрушка цельно вязаная, без пришивных деталей. И довольно-таки маленькая сама по себе. В этот раз ростом они... Так, какую мне померить? Такая, чтобы средняя была. Вот. Ростом они получаются вот 4,5 на 5 или 5,5 сантиметров. Тоже такие крошки. Вот такая она по сравнению с губкой. Как бы я бы хотела еще меньше, но еще меньше вариант у меня не получился. Потому вот придумала максимально маленькую, которую смогла. Да, еще, кстати, я вспомнила, всегда, когда оформляю вот этих улиток, я забываю и вам сказать, я вспоминаю про мультик
про улитку, турбо-улитку. Там же тоже много улиток было. Можно ведь связать турбо-улитку, вот эту красную, добавить ей спойлер, и будет турбо-улитка. Но это лишь для тех, кто вообще помнит этот мультик. Может быть, сейчас дети не знают о существовании такого мультика. Но я помню такой мультик, и он мне очень нравится. Там вроде бы даже 2 части. И жаль, что продолжения нет. Очень бы интересно было посмотреть. И, может быть, тогда улитки стали бы более популярными. Но из этой улитки можно было бы идеально сделать вот эту турбо-улитку, как я говорю. Или любую другую, на ваше усмотрение. И, конечно же, в компанию к ним я связала Патриков. Но в этот раз я решила дать ему в лапку мороженое. Я вспомнила, что Патрик любит мороженое, и с мороженым постоянно ходит. Ну, в общем, он его любит, я насколько знаю. И я вспомнила, что у меня есть вот эти вот мороженки, которые я делала из полимерной глины. И я думаю, идеально ему подойдут как раз-таки по размеру. Вот, и я, ну, они, конечно, в виде пуговичек, но думаю, ничего страшного. Вот, и они идеально подходят ему в лапку. И вот 5 патриков у меня с мороженым. То есть патрики, которые с круглыми такими глазками я сделала, они у меня с мороженками все. Вот видите, и разные мороженые делала. Надо будет потом еще потратить время и тоже сделать такие заготовки, такие аксессуары, мороженки для будущих там патриков или каких-то других игрушек, так как размером идеально подходит. Такие все пузатики радостные, конечно радостные, потому что у него мороженое есть. И вот еще один супер радостный, потому что с мороженым. Так, эти с мороженым и вот эти с овальными глазками, но без мороженого, тоже поедут вместе с ними за компанию. Так, куда вас сложить? И тоже бесплатный мастер-класс можете найти у меня на канале. Также из этой серии у меня есть еще Планктон и Сквидвард. Вот. Что ж, можно уже 5 связать. Если вдруг кто-то является фанатом этого мультика или ваши дети или внуки. Вот 9 сантиметров, где-то 9,5 в длину. И вот такой чудной получается. Радостный. Так, все. Насчет них все рассказала. Сейчас соберу и покажу следующих. В предыдущих видео я показывала вам, что вязала утят. И они еще были у меня на заставке видео. Один желтый, а другой молочного цвета. И меня попросили связать еще 3 таких утят. И вот такие пупсики получились. Кстати, в этот раз они получились у меня почему-то совсем как бы другие на мордочку, на выражение лица. Я не знаю почему, но вот сейчас я вам покажу в сравнении. Вот. Это был первый, которого я вязала. Он такой грустяшечка у меня чуть-чуть получился. Вот. Вот. Голубоглазик. Такой чуть-чуть грустный, но милый. А вот какой получился сейчас. И голова получилась такая, как бы, ну, чуть-чуть не такая. Я не знаю, как я так вязала, почему, как и что. Но они все у меня получились именно вот такого вида, не такого. Ну, не знаю, первый раз я как-то потуже вязала, потому тут чуть-чуть какая-то другая формочка головы. Но тем не менее, все они миленькие. И все в слюнявчиках, и у всех разные слюнявчики. Вот. Этих 2 я уже показывала, но просто положу их рядом, чтобы были как в компании и в сравнении. Вот такие утята. Вот. Посадить или положить.
Ой, нет, мы будем лежать. Так, этот первый. Вот тут у него котенок на слюнявчике. Слюнявчики все съемные. Видите, эта голова такая более округлая, но тем не менее щекастая получилась. И тут я все-таки решила, ну, не синие глазки, а черные. Мне все-таки больше нравится, как они смотрятся с черными глазками. Я ставила глазки 16 миллиметров черные. Вот, и вот такой лапочка утенок получился. Прелесть. Второй. Этому я решила поставить глазки чуть-чуть ниже. Не знаю, видно это, не видно. Ну, да, видно. Капельку ниже глазки. И он получился чуть-чуть у меня сердитее или как милее, не знаю. Вот. И ему я уже сделала вот такой слюнявчик и добавила вот эту вышивку ромашку. Вот. И, кстати, чубчики у них тоже чуть-чуть у всех разные. Вот мне так захотелось, чтобы они отличались друг от друга. У кого-то чубчик побольше, у кого-то поменьше, а у кого-то чубчик вообще другой. И вот. И у третьего чубчик вот такой двойной. Ну вот захотелось мне так. Вот. И этот третий, и у него на слюнявчике бабочка, так как у него вот зеленая вот эта вот обвязка. А у этого желтая обвязка, правда, ее слабо видно. Ну вот. Кстати, если вдруг кому-то из покупателей какой-то слюнявчик подойдет, ну, как бы больше понравится и хотят поменять, то можно просто снять и поменять на какого-то другого утенка. То есть вот такие универсальные варианты. Кстати, чуть-чуть даже побольше они получились, да? Вот. Чуть-чуть побольше. Но если честно, мне даже нравится, что они такие чуть-чуть как бы пухлее получились. Вот. Сейчас измерю рост. Вот. Ростом. Так, как мне? Да, до 14 сантиметров. 13,5-14 сантиметров. Это я вам показывала еще в предыдущих видео. Заек. Это тоже они связаны по мастер-классу от Владлены. Из канала Плюшики Милард. Вот. Я оставлю ссылку на ее канал. И вы можете тоже приобрести такой мастер-класс. Вообще, игрушка цельно вязаная, ничего не пришивается. Вот лапки ввязываются, крылышки ввязываются, клювик вывязывается, вот этот чубчик вывязывается. Идеальная игрушка и выходит очень милой. Вот единственное, что я изменила для себя, я клювик чуть-чуть на ряд ниже делаю. И также прибавила один ряд в туловище, чтобы он был чуть-чуть побольше. Ну, у меня как бы в зайках точно такая же, в зайках такое же изменение. Но оно минимальное и как бы на свое усмотрение можно вязать, как вам нравится. Правильно? А какой вам утенок из всех этих больше понравился? Скажите. Я проверю, сходятся у нас с вами мнения или нет. Только один у меня такой светлый. Ну, не знаю, вот мне просто больше нравится, как они в желтом цвете смотрятся. Это я как вариант делала. Один желтый, другой молочный. Ну, как бы мне больше нравится в желтом цвете, потому я сделала еще троих в желтом цвете. А еще мне нужно было связать, довязать 4 мопсиков. У меня был вот такой вот один мопсик. Он связан по описанию от Даши из канала «Все вязаное». Это описание в платном телеграм-канале, или есть еще у нее группа закрытая у Даши ВКонтакте. В общем, куда вам удобно, туда можете вступить и присоединиться, и тоже связать по
вот таким интересным и необычным описанием. И я связала 4 мопсиков. Вот. У всех у них такие разные ошейники с косточкой. Но такие они щекастики, я не могу. Кстати, использовала вот этот носик из полимерной глины, который я показывала вам дело с помощью молдов. И он так уместно подходит этой игрушке. И даже я еще так придумала прикольно вот эти ушки делать, что они такие как вислоухие, прям, ну, как сказать, спущенные ушки. Вот. Некоторые с высунутым язычком, а некоторые нет. Ну, такие они прям упитанные щекастики. Хорошо накормленные и у любимых хозяев. Вот. Прям все один щекастей другого, хоть они все с утяжкой. Вот. Но я сделала, получается, 3 с высунутым язычком и 2 без. Вдруг кто-то захочет более серьезный вариант. Таких деловых пухляшей. Получается, они небольшие. Вот. Ростом 8,5 сантиметров. Вот. Вязала из пряжи Woolens Bunny Baby. 18 и вроде бы 40 номер. Вот. Кстати, некоторые чуть-чуть поменьше даже получились. Но это зависит от утяжки. Можно утяжку сделать побольше, он поменьше станет. Этот мопсик. Так, и по этому же описанию я когда-то вам показывала, что я делала тоже такого же песика, но серым цветом. И я сделала ему такие же ушки. Ну, в общем, он полностью просто серый. Я думала, что так выглядит бульдожик. Я просто, если честно, не спец в собачках и в породах собак. И я не особо знаю вот эти тонкости. И Даша мне подсказала, что... Я думаю, что с ним не так, что не так с моей собачкой. Как-то он не так смотрится. И я не понимала, что с ним не так. И Даша мне подсказала, что у мопсиков, получается, у них ушки вот такие вот, получается, вислоухие, как бы висячие. А у бульдогов вроде как стоячие. Ну, если я правильно поняла. И потому я взяла вот этого серого и переделала ему ушки на бульдожьи, чтобы он у меня был бульдогом, так как, ну что это такое? Я, получается, по описанию мопса связала бульдога, а это, оказывается, мопс просто серый. Вот, связала серых бульдожиков. Мне кажется, очень прикольные получились. Ушки, это тоже что-то я попыталась, взяла тоже из Дашиной схемы на бульдожка вот эти ушки и чуть-чуть их там добавила пару петель. И все, получились вроде бы похожие ушки. Хоть я, как и говорила вам, не спец в этих собачках, но может вы можете оценить, насколько они похожи на эту породу. Вот мне кажется, похоже, хоть я не спец. Потому, в общем, напишите, пожалуйста, если кто-то разбирается в породах собачек, похоже это на бульдожку или нет? Или на кого у меня получилось похоже? Я хотела, чтобы похоже было на бульдожку, вот этот серый. А на кого он похож, это уже неизвестно. В общем, и у кого-то я сделала ушки вот чуть-чуть подальше, вывязала ушки. И у всех у них, кстати, голубые глазки. И тоже у некоторых есть вот этот язычок, а у некоторых нет. Чтобы был выбор у покупателей. Вот. Сейчас я вот так вот их поставлю. Вот этот вообще более упитанный получился. И такой весельчак, я бы сказала. Да? Вот эти щечки я не могу. Такие пухляши. И тоже у всех разные вот эти ошейники, веревочки с косточкой.
Вот этому единственному я попробовала ушки сделать поближе. Вот видите, получается на одну петлю ближе. И вот я не знаю, как лучше, чтобы подальше эти ушки были или поближе, вот в сравнении. Вот. Как у настоящих. Поближе или подальше эти ушки к мордочке? Скажите, пожалуйста, если у кого-то есть такая собачка. Ну, я просто не могу решить. Мне вроде бы и этот вариант нравится, и этот. Но как оно на деле, как в реальности эта собачка смотрится, я просто не знаю. Вот, и еще два. Тут уже подальше получается ушки, потому что я подумала лучше подальше, потому что я не знаю. И два таких тоже удивленных, довольные собачки. Прикольные получаются, мне кажется, необычные. И вот эти носики идеально подходят. Я очень довольна вот этим молдом, который приобрела. Поэтому пользуюсь им по полной на собачек. Можно было бы сделать бульдогов и других цветов, но как-то я побоялась использовать там черный или какой-то другой. Все-таки нужно мне посмотреть фотографии, в каких расцветках они бывают, чтобы уже лучше по фотографии делать, потому что если я так что-то с головы сделаю, то это точно будет смотреться не как собачка, которая в реальности имеет какую-то определенную расцветку. Но я знаю, что они бывают черные, там черно-белые и еще какие-то. И как я уже говорила, он тоже связан по этому описанию с Дашиной закрытой группы. Получается, туда можно просто заплатить один раз за вход и пользоваться схемами и идеями, которые есть и которые появятся в будущем, сколько хотите. И, наконец-таки, я приобрела вот такие вот чашечки. Наконец-таки они мне пришли, вернее. Заказала я их уже давно. Но так как Алиэкспресс не спешит, ну, вернее, почта не особо спешит, то шли они сколько шли. Не знаю, несколько месяцев. И заказала вот набор таких чашечек с... Ой, тут даже разные рисунки. Чашечек с кофе или с чем. Вот. Такие маленькие чашечки. Буду давать каким-то зверятам в лапочку. Ну, довольно-таки качественно сделаны. Но они сами по себе такие тяжеленькие. Как я понимаю, тут они с разными рисунками. Есть сердечки. Я, кстати, даже и не рассматривала. Получила, но не рассматривала. Вот. Заказывала набором 30 штук. Так как 30 штук вроде как дешевле было покупать, чем по 10 или меньше. Вот. Они такие маленькие, но мне кажется, идеально подходят игрушкам. Вот 1,5 сантиметра. И тоже где-то 1,5 и туда, короче. Вот. Если кому-то нужна ссылка, я скину, если они еще там есть, потому что был такой момент, что там продавалось 50, набор из 50, и его было еще выгоднее покупать. Но пока я думала, размышляла, то его уже не стало в продаже, а, ну, в общем, раскупили тот набор. И появился вот набор из 30 штук. Конечно, он был не так выгодно, как 50, но я заказала его, так как другого варианта более выгодного не было. То есть я посмотрю, если осталась еще активна эта ссылка на 30 чашечек, то я могу поделиться с вами. А если нет, то извиняйте. Знаете, моя любимая пора года — это весна. И в этом году я решила запечатлеть это время с помощью фотографий. Ну, а сейчас хочу поделиться и с вами этой красотой.
вроде бы все показала. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду рада и благодарна вашим лайкам и комментариям. Спасибо, что остаетесь со мной, что смотрите мои видео. Всего вам хорошего, хорошего настроения, хорошей погоды, побольше покупателей и вдохновения вам. Всего доброго, до новых встреч!